Здравствуйте, друзья! Сегодня будем шить сумку-клатч к новогодним праздникам. Эту идею мне предложила моя зрительница Таня Михеева. Передаю вам привет, Таня. Сочетать будем пайеточную ткань с джинсовой и будем делать аппликацию. Как я делаю трафарет, я показывала в ранних видео, но расскажу вкратце. Нахожу в приложении Pinterest понравившийся трафарет или контур, вывожу изображение на монитор, прикладываю бумагу и обвожу карандашом. Можно просто распечатать. Затем вырезаю. Далее, некоторые детали я проклеиваю серпянкой для хорошей формы. Я взяла две джинсовые детали. Вот, две джинсовые детали подготовила. Одну деталь вырезала из рубашечной ткани. Две детали из пайеточной ткани и две детали для подклада. У меня это трикотаж. Все эти детали 30 на 20 сантиметров. Для подклада подготовила еще две обтачки 30 на 3,5 сантиметра, проклеенные дублерином. Также подготовила молнию. Детали подклада пока что отложим в сторону. Эту белую ткань я проклеила серпянкой. И эти две детали джинсовые проклеила серпянкой и поверх серпянки проклеила дублерин. На белую деталь положила пайеточную. Это у нас задняя сторона сумочки. Пока что их отложим в сторону. Возьмем пайеточную ткань и на ней будем делать аппликацию. Для этого я взяла трафарет, который я уже использовала ранее. Взяв подходящий по размерам кусочек джинсовой ткани, я обрисовываю трафарет обычной ручкой. У меня трафарет немножечко пострадал, детки оторвали маленький фрагмент, но перевернув трафарет, я дорисовала нужный фрагмент. Теперь нашу заготовку накладываем на пайеточную ткань, скалываем. Итак, 2022 год, год водяного тигра голубого. И серебряные пайетки в этой сумочке символизируют воду. Они прям подходят и похожи на капельки воды. И на мой взгляд, эта сумочка идеальный аксессуар для новогодних праздников. Далее выбираю понравившийся оттенок ниток и буду этими нитками обстрачивать все нарисованные линии. Ширина стежка 0,2 сантиметра. Вот что у меня в итоге получилось. Немножечко здесь морщинится ткань, так как джинс у меня стрейч. Но это ничего страшного, так как мы будем все это обрезать, и это все уйдет, и ничего видно не будет. Так что вот обрезаем. Вот, после того, как я вырезала, вот так это все выглядит. Такая вот красивая, симпатичная мордашка. И здесь, конечно же, встал у меня вопрос, как сделать, обозначить глазки. И прикладывала сюда кусочки, вырезанные из кожи, кругляшочки. Мне не очень понравилось. Серую кожу вот я пробовала, ну, не очень. Также у меня вот такие металлические кругляшки, которые клеются при помощи горячего утюга. Ну, тоже как-то не очень. И вышла из ситуации, просто нарисовав обычной ручкой глазки. Вот сами зрачки я нарисовала и контур вокруг зрачков. Вот сами глазки. Вот здесь прям по строчке я выделила. Но это вполне имеет место быть, так как есть даже одежду полностью разрисовывать ручками. Так что пока что так. Так, теперь вот обозначим носик. Мне хотелось придать немножечко объема. Для этого вырезала небольшой кусочек вот по форме носика и просто приклею на суперклей. И получится вот такой вот носик. Вот такой вот тигреночек у меня получился. Теперь возьмем джинсовую ткань,
джинсовую деталь, и нам их надо сострочить. Сострочить между собой так, чтобы пайеточная ткань была немножечко больше джинсовой для красивого переканта по краям. Сложив лицо к лицу эти детали, я прострочу строчки. И сейчас вы увидите, что в итоге должно получиться. Вот так я прострочила, сместив пайеточную ткань на 0,5 см от края и проложив строчку по пайеточной ткани на ширину лапки. Вот так вот получился вот такой вот излишек, примерно вот сантиметр. Все, теперь выворачиваем эту деталь. Теперь, чтобы припуски нам не мешали, никуда не топорщились, мы эти припуски отворачиваем в сторону джинсовой ткани и проложим строчку на 0,1-0,2 сантиметра. Прострочив эти строчки, теперь деталь лежит ровно, и эти швы, припуски швов не топорщатся. Теперь по бокам мы можем сострочить эти детали, просто закрепив их между собой по краю. А также две детали задней части сумочки тоже по всем 4 сторонам проложу строчки, чтобы их соединить между собой, эти две детали. Уберу эти детали, пока что положу на машинку. Займемся подготовкой подклада. Раскладываю детали вот таким образом. Расстегнув молнию, укладываю бегунком вниз и расправляю в обе стороны. Далее на обтачках со всех краев отложу по 3 сантиметра и от метки до метки пристрочу молнию к обтачкам. После того, как к обтачкам я пристрочу молнию, да, вот этот припуск, вот мы дострочили припуск, будем отворачивать в сторону обтачки. После того, когда пристрочили молнию, мы сверху накладываем деталь подклада и пристрачиваем ее. Далее, укоротив молнию, подогнула ее и обстрочила джинсовой тканью. И просто излишки срезала. Края остались необработанными, пускай немножечко махрятся, ничего страшного. У нас и аппликация тоже с открытыми срезами, поэтому так и задумано. Так, теперь раскрываем и припуски швов отворачиваем в сторону подклада и прострачиваем по подкладке, вот по этой серой ткани на 0,1-0,2 сантиметра. Теперь детали подклада нам нужно уравнять с основными деталями. Для этого вот накладываем сверху деталь и излишки мы срезаем. И так как у меня подклад из трикотажной ткани, она тянется, я даже сделаю
Подклад немножечко покороче на сантиметр. Вот срезы, а теперь сострачиваем боковые и нижние срезы, оставляя в дне отверстие для выворачивания. Наш подклад готов. Отложим его в сторону. Вот две задние детали мы сострочили между собой по краю, просто закрепили. Джинсовая деталь — это перед будет сумочки. И деталь с аппликацией — это будет декоративная часть сумки. Нам ее нужно так пристрочить, чтобы она не сострочить две детали, переднюю и заднюю, чтобы вот эта декоративная не попала в шов. Ни сверху, ни снизу. Она будет пристрочена только по бокам. Поэтому, чтобы она нам пока что не мешала, эту деталь с аппликацией мы пока что уберем. И переднюю и заднюю детали по нижнему краю сострочим между собой. Теперь припуски мы отвернем в сторону джинсовой ткани и проложим отделочную строчку на 0,2 сантиметра. Вот, прострочила я строчку. Теперь деталь, которая с аппликацией, прикладываем и располагаем максимально близко к центру сумки, да, к этому шву, что мы сейчас вот шили, пониже, чтобы сверху у нас оставался зазор, припуск на шов, чтобы мы деталь с аппликацией потом не застрочили, чтобы она нам не мешала. Вот располагаем максимально пониже. Пристрочим ее к джинсовой детали, а потом уже сострочим и заднюю. Да, вот так вот свернем и сострочим уже полностью боковые швы. Вот, пристрочила. Вот так вот должно получиться. Теперь между пайеточными тканями нам нужно расположить подклад. Для этого подклад нам нужно вывернуть лицом наверх. Вкладываем между пайеточными тканями. Совмещаем боковые швы, разравниваем все и прокладываем строчку по кругу, по верхним срезам, не захватывая деталь с аппликацией. Теперь выворачиваем сумочку через отверстие в подкладке, и это отверстие зашиваем. Я уже прострочила отделочные строчки по верхнему краю. Со стороны пайеток на шпульку я наматывала нитки в цвет. Вот видите, как получилось. Вот такое вот отверстие должно получиться. Это отверстие задумано для того, чтобы можно было просунуть туда руку и нести клатч, не закрывая аппликацию. Ну, если отверстие вам там ни к чему, не понравилось, можно руками, ручным швом, да, зашить по низу все эти детали, и получится дополнительное отделение в сумочке. Ну, вот у меня вот такая задумка, и я вот тут смотрю, и она вот немножечко фалдит, да. Думаю, надо было вот эту вот деталь с аппликацией, наверное, по сантиметру больше сделать. Но забегая вперед, скажу, нет, ничего не надо было. Вот так она фалдит, потому что сумочка не наполненная, она пустая. Но я потом уже положила туда, да, кое-что. Свернула просто шарф, туда засунула, и она как бы наполнилась. И все встало на свои места. Она приобрела свою форму, стала очень удобная. Рука пролазила прям вот, знаете, ну не то что туго, но плотно лежала там. Вот сейчас я туда положу и
и покажу, какая она в наполненном виде. Но в целом сумочка получилась просто идеальная для новогодних праздников. Вот как ваше мнение, напишите, пожалуйста. С удовольствием почитаю. Такая вот нарядная, красивая сумочка. Такой вот клатч. Да, и на канале с этой аппликацией у меня есть еще одна сумочка. Она выполненная аппликация. Для аппликации я использовала кожу. И если вы еще не видели и у вас есть желание посмотреть, переходите на канал и смотрите. Ну вот сумочку, видите, я наполнила, и вот она приобрела свою форму. Просто идеальную. Вот эта декоративная часть, она не торчит, она плотно прилегает. Рука здесь очень хорошо и удобно лежит. Удобно нести сумку. Получился вот такой нарядный клатч. И очень удобный, и вместительный. И размеры получились и не маленькие, не большие. Такие, как нужно, на мой взгляд. Очень удобная сумочка. Но я буду с вами прощаться. Все, девчата, до скорых встреч!